Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Гудвин. Продолжаю искать клад на различных свалках. Все, что удается найти, я вам, мои дорогие зрители, показываю. Сегодня будем искать клад в этой куче украшений. Тематически это летние украшения. Что-то интересное здесь есть. Буду подробно все показывать, рассматривать. И давайте приступим. Не буду долго затягивать видео. И первое, что хочу вам показать, это украшения, которые я использую в летних аутфитах. Вот такой комплект был найден в одном из мешков. Комплект с маркировкой. В интернете находила подобные украшения. Стоимость их не маленькая. И сейчас скажу. Так, где-то маркировка есть. По-моему, на серьгах есть маркировка. Да, на серьгах MJ есть маркировочка, это комплект. Очень приятно, что это не клипсы, а именно пусеты, серьги. Такой яркий комплект. Я его приспособила на шнурок. И думаю, что классно выглядит именно вот в этом варианте. Пробовала, конечно, я его определить и на какую-то цепочку. Но мне кажется, на шнуре выглядит очень так лаконично. К тому же шнурок этот двойной, натуральной кожи. В общем, ношу это украшение с удовольствием. Так, буду вперемешку показывать украшения. Буду что-то брать из этой кучи. И вперемешку с теми украшениями, которые у меня еще собраны рядом. В общем, целая куча украшений сегодня. Я надеюсь, вам подобный формат видео тоже понравится. Люблю я украшения использовать летом, очень лаконичные. Крупные. Здесь такой стеклянный медальон, он слегка прозрачный. Стеклянные также бусины, причем бусины с ручной росписью. Здесь, видите, есть такая позолоченная краска, и это все очень так нежно смотрится. На самом деле кулон так лаконично выглядит, но когда начинаешь рассматривать украшения, мне очень нравится подобного плана украшения, очень похоже на что-то авторское, стильное. Вот такие украшения я очень люблю. Так, следующее буду брать подряд, очень похоже по смыслу. Я показывала уже этот кулон вам. Это Леа София, на нем долго останавливаться не буду. Следующее украшение, которое я использую тоже летом, очень люблю. Вот это колье. Оно не длинная, но регулируемая длина. И очень интересные бусины у этого колье. Сама вот эта центральная часть, такой кристалл необычной формы с огранкой. И он, видите, сам по себе неровный, такой дает объем. И красивый цвет, дымчато, да, серо-коричневый, что ли. Очень красивые вот эти камни, это натуральные камни. Очень похожи, кстати, эти камни на ювелирный комплект. Украшения я вам показывала, серьги и кольцо. Вот сейчас идея мне это пришла, минутку сейчас возьму, попробую сравнить и определим. Мне кажется, это одно и то же. У меня есть вот такой комплект, он современный, это белое золото и натуральный камень. Здесь есть кристаллики фианитов и такое кольцо. Ну, очень уж похожи именно вот эти камни по глубине. Они непрозрачные, какие-то мутные. Я не знаю, как этот камень называется. Здесь вот такая тоже у него огранка есть. Но вот этот комплект очень люблю. И как летний вариант тоже часто ношу. Ну, вот эта вот тема такая, мне кажется, больше с бохо связано что-то. Здесь, видите, есть элементы и в леопардовом, с леопардовым принтом, или может быть это черепаха, ну я не знаю, но очень красивое вот это вот колье, тоже ношу его довольно-таки часто. Так, в разнобой буду показывать, отсюда брать. Еще у меня одна куча есть. Вот это украшение очень люблю летом носить. Это Леа София, моя любимая американская компания, которая отличается производством украшений с интересным дизайном, использованием натуральных материалов. Это винтажная Леа София, белый металл, покрыт плотной эмалью.
И по центру вот такие кристаллики. Ну, такое лаконичное тоже украшение. И даже сама вот эта вот душка, видите, она тоже в эмали. Такое себе красивое украшение. И очень так часто я его использую. Так, следующий. Ну, теперь давайте буду возвращаться к этой куче. Ее тоже нужно разобрать. И тоже в этой же стилистики, тоже цветок, но это гелиотис, покрыт толстым слоем гепатита, да, по-моему, это или эмаль. Я думаю, что это смола какая-то, может быть, стекло, я не знаю. Но это тоже Леа София. Как видите, тема у них схожая, но этот кулон я расположила на цепочку. Мне кажется, он тоже хорошо смотрится. Ну и как летний вариант украшения из перламутра. Гепатит – это вид перламутра. Из жемчуга хорошо смотрятся, какие-то натуральные материалы. В общем, давайте идем дальше. Не буду тоже на этом долго останавливаться. Но вот то, о чем я говорила, про натуральные материалы. И это такой элемент, кулон из тоже перламутра, гелиотис, красивый перелив и такой элемент похож на ручную работу, но на самом деле это тоже Леа София. Но вот то, о чем я вам говорила, натуральные материалы, необычный дизайн, очень похожи на авторские украшения, эти украшения от Леа София. Ну, в общем, и шнурок из натуральной замшевой кожи. Тоже его использую часто. В принципе, ни к чему не обязывает. Но так красиво сияет на солнце. Тоже такая интересная вещица. Ну и следующий предмет. Здесь у меня вот есть комплект. Сейчас я вам его покажу. Комплект состоит из вот такого колье-бус и браслета. Очень интересна сама техника. Внутри, вот вы видите, можете рассмотреть, что внутри это ткань с леопардовым принтом и ткань с ворсом. Да? Очень похожа на мурана, но это эпоксидная смола. Думаю, бусины здесь есть и стеклянные, и имитирующие перламутровые бусины, жемчуг. Но такой в animal стиле браслет. Очень часто я его использую. Он такой прям, ну, стильный, классный. И вот на контрасте именно стиль animal и сами вот эти перламутровые бусины хорошо сочетаются. Ну, к тому же на самом колье есть и часть натуральных камней. Видите, они как сколотые камушки натуральные, собранные. И очень красиво, очень похоже на муранское стекло вот эти вот бусины. Вот такой необычный комплект. И сама техника очень интересная. Подобрана ткань с ворсом. И вот такой вот эффект, как будто бы она такая объемная. Такой комплект тоже часто использую. Вполне себе он хорош. Такой мягкий, приятный. Несмотря на то, что он довольно крупный, но тем не менее очень такой комфортный в носке. И сами видите, эти бусины очень интересно смотрятся. Так, что касается следующего комплекта. Это тоже комплект в стиле бохо. Собран очень интересно. Я люблю, когда подвижные элементы. И очень красивое сочетание именно медного металла, да, такого оттенка. И бирюзовые бусины. К этому колье есть и серьги. Довольно необычной формы. Опять-таки подвижные детали. Элемент из штампованной филиграни. И имитация бирюзы. Тоже классно смотрится. Такое украшение эффектное, крупное. И особенно в летнее время выглядит очень выигрышно. Ну, тоже вот это вот тема летних украшений, зимних украшений. Напишите, пожалуйста. Но вот как основные темы в летних украшениях: это бирюза, это какие-то легкие прозрачные материалы. Вот в том числе вот такой кристалл очень интересно смотрится. Риволи с двух сторон конусообразные и бусины.
необычные. В общем, тоже этот комплект классно смотрится. Кстати, вот к этому комплекту также можно использовать и вот эти вот серьги. Опять-таки тема бирюзы здесь поддерживается, в бусина в восточном стиле, и они крупные, но можно их использовать как отдельно, так и легко сочетаются с какими-то другими бусами. У меня нет в чистом виде комплекта к этим бусам, но поиграться с ними тоже очень легко. Можно, и такое классическое сочетание бежевого, коричневого и синих оттенков. Оно, как правило, выглядит очень интересно всегда. Следующее колье. Ну, это просто бусы. На этом колье у меня был кулон. Кулон у меня ушел на какую-то другую подвеску, а остались сами бусы. Но они очень интересные, натуральные камни. Бусины здесь в форме розочек. Ну, тоже такая интересная тема. Я думаю, что камни здесь все-таки тонированные, они очень яркого оттенка, ну, какие-то поделочные материалы, поделочные камни, и застежка здесь бочонок на винте. В принципе, здесь можно использовать любой кулон, любой подвес, даже если это будет просто какой-то отдельный бирюзовый оттенок, тоже хорошо сочетается именно вот с этими природными оттенками этих бусин. Бусины стеклянные. Видите, звук такой звонкий. Так, идем дальше. Следующее колье тоже найдено было в одном из мешков. Но здесь, видите, элементы перламутровые бусины. И это украшение, оно асимметрию такую несет в себе. Здесь уже тоже Animal Print, белое стекло бусина, покрытое, я думаю, вручную вот принтом леопардовым, и сверху покрыт тоже с какой-то стеклянной массой, но бусина холодная, она стеклянная. И бисер собран тоже таких оттенков. Основа именно вот этого колье на асимметрии. Такие тоже интересные бусины. Тоже я его отмывала. Но вот самое интересное вот эти бусины. Если кто-то знает, напишите. Чем больше я эти бусины мою, у меня такое впечатление, что это какой-то материал очень такой, не каучук, но очень похож. Он мягкий и как бы вот такой липкий эффект. Видите, он как бы прилипает, что ли, к рукам. Я сначала подумала, что это загрязнение, тщательно мыла, но вы знаете, чем больше я мыла вот эти вот бусины, тем они как бы липкость свою не теряли, но и очищаться они не хотели. Такое впечатление, что они полностью состоят из вот такого какого-то липкого материала. Видите, он как бы прилипает. У меня руки сухие, и, в общем-то, вот если взять в отличие вот это, видите, здесь нет никакой липкости, а здесь вот он прям вот липнет. Если кто-то обладает информацией, пожалуйста, напишите. А колье такое интересное, очень, опять-таки, классическое такое сочетание коричневого и голубого оттенка. Тоже хочется использовать именно в летних каких-то аутфитах. Следующее колье — это колье напрямую прям сейчас я это беру, напрямую связано с летней темой. Ну, это классика жанра, это цветы, сочетание эмали, опять-таки штампованная филигрань, очень красивое колье. Здесь, пожалуйста, и кристаллы, и сами цветы, очень нежные оттенки на голом теле, на загорелой коже. Выглядит просто здорово. Можно подобного плана украшения носить и под джинсы, в принципе, хорошо смотрится, и на какие-то футболки, и на открытой коже тоже хорошо на загорелой смотрится. Так что интересное вполне украшение, хотя я думаю, что оно винтажное. Я думаю, что это что-то 60-е, 70-е. Обратная сторона выглядит вот так. Каждый элемент отличается друг от друга, совершенно не повторяет друг друга. И опять-таки вот эта вот тема асимметрии, она тоже в этом украшении хорошо просматривается. Так, а мы идем дальше.
одна из серий, из направлений летних украшений. Это украшения из натуральных камней. Здесь вот сборная солянка, но выглядит это очень здорово. И это, по-моему, Чикос. Чикос — это магазин одежды. Он не из дешевых магазинов, но и как линейка у этого магазина есть и украшения, то есть к какому-то комплекту одежды подбираются определенные аксессуары, в том числе и украшения, и часто там встречаются украшения вполне себе достойные. Я считаю, что это украшение очень интересное. Здесь есть несколько ниток натуральных камней. Вот это натуральный камень. Я не знаю название камня, но очень интересный. Я думаю, что он не тонированный. Это, думаю, что натуральный его оттенок, но очень красивый. Следующая нитка натуральных камней. Вот такого лимонно-лаймовый оттенок, очень красивый. И здесь есть бусины с посеребрением. Тоже приятная тема. А вот эта нитка, она собрана из деревянных бусин, окрашенных. То есть вот собраны оттенки, опять-таки, природные, земляные какие-то оттенки. И мне кажется, что вот в летнее время это очень хорошо выглядит. В стиле бохо можно, опять-таки, поиграться с оттенком одежды. Можно подобрать какие-то желтоватые оттенки, голубые оттенки. Но я в целом думаю, что на белом фоне это тоже выглядит очень хорошо. Так что вот одно из моих любимых тоже летних украшений — это вот это украшение. Так, идем дальше. И также одно из направлений летних украшений — это перламутр. Перламутр может быть разной формы, разного оттенка. Здесь вот сколы перламутра, они обработаны, то есть они не острые края имеют. И в сочетании с деревянными бусинами, но опять-таки вот использование натуральных материалов в летних украшениях, оно всегда приятно и довольно часто встречается. Ну, такая вот сдержанная цветовая гамма. Думаю, что выглядеть будет очень хорошо, опять-таки, на загорелой коже. Ну, перламутр, жемчуг всегда очень выигрышно выглядит. Следующее украшение тоже из этой же темы. Но здесь очень необычные сами вот эти бусины. То есть это как-то рапанг называют его, да. Это моллюск довольно крупный. И необычный окрас, то есть вот как пятнистый, это его натуральный вид, то есть счищенный перламутр. Вот это внутренняя часть, это внешняя часть. И вот за счет того, что внешняя часть этого панциря, она имеет такую окраску, и сами вот эти вот бусины, они все разные, очень красивый идея вообще самого этого украшения, и собрано это все на цепочку, что радует. Вот подобного плана крепление бусин, оно, как правило, неубиваемое, да, если даже какая-то бусина расколется, либо разрыв какой-то будет, очень легко починить подобного плана украшения. Очень похоже на это украшение следующее. Так, буду я вам в сравнительном, скажем, режиме показывать. Принцип тот же самый, тоже это перламутр, но уже совсем, как говорится, другая тема. И здесь вот перламутр тонированный, в очень красивый оттенок, и соединено все уже на швензы, на кольца, уже оттенок металла другой, и уже такое впечатление, как будто что-то осеннее в этом просматривается. Мне нравятся вот эти два украшения вместе, они хорошо смотрятся, даже невзирая на то, что отличие оттенков металла. В принципе, этот трюк часто используется у ювелиров, сочетание белого золота, желтого золота, ну и вообще сочетание желтого и белого оттенков металла, они между собой хорошо сочетаются и как бы выглядят вполне себе гармонично, дополняют друг друга. Вот две эти нитки вполне себе можно носить вместе. В общем, люблю я это украшение. Так, что касается вот цветочной темы, которую я вам показывала, покажу украшение, которое на первый взгляд выглядит очень скромно, но опять-таки тема цветочная. Здесь, видите, опять-таки штампованная филигрань, кристаллы очень красивые. И
мне кажется, что-то сдержанное такое, но опять-таки тема, как я уже сказала, цветочная, все-таки к летним украшениям вот это тоже относится. Мне кажется, вот это именно смотрится хорошо на каком-то сером фоне, на черном фоне, чтобы вот как монохром создать в аутфите. Думаю, что вот к этому образу хорошо подходит именно вот подобного плана украшения, очень такая нежная филигрань, вот так обратная сторона выглядит. Ну, принцип тот же самый, как и у предыдущих украшений, которые я вам показывала. Давайте разберем то, что находится вот в этой шкатулке. Мне нравятся именно шкатулки с открытыми крышками. Во всяком случае, сразу все понятно, что в этой шкатулке. Шкатулка нежная, джапан. И в этой шкатулке также у меня летние украшения, перламутр. Буду показывать. Такие необычные серьги, пусеты, собранные из черного какого-то, я думаю, что это все-таки не натуральный камень, а пластик. И здесь, видите, опять-таки гелиотис наш любимый. Вот в таком положении носить эти серьги. Они в разные направления, то есть на разные ушки. Почему я решила, что это пластик? Потому что основа здесь вот пластиковая. И думаю, что вот эта вот часть тоже пластиковая. Ну, я думаю, что эти серьги относятся к 80-м, 70-м годам. Тоже давно глубокий винтаж, и они очень легкие. Причем пластина самого вот этого гелиотиса, она довольно тонкая. И такая фигурная форма этих элементов. Здесь же также у меня собран комплект, состоящий из сережек, тоже такие монетки собранные, сейчас расправлю, вот так вот. В подвесе они выглядят, тоже перламутровые, здесь вот основа, обратная сторона у этих монеток, но на этой основе я, кстати, видела много сережек. Монетки могут быть из разных материалов, ну, как правило, это натуральные материалы. Я видела монетки из натуральных камней, тоже вот на такой основе собранные, но они очень хорошо смотрятся в деле. И как комплект собирается также, и здесь есть колье. Длинная цепочка, опять-таки, вот с такими же монетками. Регулируется длина. Я люблю носить это колье именно в 2 слоя. Так, сейчас уберу. В 2 слоя. Классно смотрится, кстати. Вот и с этими серьгами тоже можно вот это колье вполне себе носить. У меня еще есть браслет, но тоже такого же размера монетки, но там более темный перламутр, скорее всего, там больше гелиотис, чем обычный перламутр. Но здесь вот тоже он не розовый, есть какие-то вот такие элементы перехода в оттенках. Ну и шкатулочку вам давайте покажу. Очень такая нежная. Видите, здесь девочка, по-моему, сажает, поливает цветочек. В общем, такая милота. Милая, очень нежная шкатулочка. Ну и, соответственно, украшения в этой шкатулке тоже нежные и такие летние, все-таки летняя тема. Ну и следующая часть украшений, которую хочу вам показать, это украшения в бохо-стиле, в ковбойском стиле. Натуральный шнурок. Здесь монетки, все это в серебре. И здесь тоже винтаж. Ну, тоже вот это украшение тоже люблю, ношу. Следующее украшение тоже, которое очень в этой же теме, похожие по стилю, но немножко другого, скажем, как бы смысла, другого строения. Так, здесь где у меня? Так, на место поставим. И смысл такой, что здесь как бы штампованные вот такие монетки, но здесь еще и шику добавили, видите, кристаллики, очень хорошо сияют, сверкают. И вот так обратная сторона выглядит так в стиле чеканки. Кстати, вот эти 2 украшения можно носить и вполне себе вместе. Мне кажется, они хорошо друг друга дополняют. Что-то такое цыганское в этом смысле появляется. Мои дорогие, напишите, пожалуйста, свое впечатление, что вам сегодня понравилось, запомнилось. Да, не показала еще вот такую брошь. Это вот гелиотис, брошь, которая может использоваться как подвеска. И здесь, по-моему, альпака, да, и это серебро, мексиканское серебро. Ну, вот как, скажем, вариант подвески в цветочной летней темы. Это украшение тоже можно использовать. Или как просто брошечку. Прекрасная
оттенки гелиотиса. Думаю, хорошее завершение сегодняшнего видео. Так что пишите комментарии. Я вас всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.